Вирджиния Вулф. Смерть мотылька. Бабочек, летающих днем, неправильно называть мотыльками. Они не вызывают того приятного ощущения темных осенних ночей и цветущего плюща, которое неизменно пробуждает в нас самая обыкновенная желто-подкрылая совка, спящая в тени занавески. Это существа-гибриды, невеселые, как дневные бабочки, и не мрачные, как их собственные сородичи. Тем не менее, этот конкретный экземпляр с его узкими крыльями цвета сухой травы, украшенными бахромой того же оттенка, казалось, был доволен жизнью. Стояло приятное утро середины сентября. Мягкое, благодатное, но с более прохладным дыханием, чем в летние месяцы. Плуг уже оставлял борозды на поле напротив окна, и там, где прошел лемех, земля ложилась ровно и блестела от влаги. Сила жизни катилась с полей и дальних холмов таким мощным потоком, что было трудно удерживать взгляд строго на книге. Грачи тоже праздновали одно из своих ежегодных торжеств. Они кружили над верхушками деревьев, пока все это не стало похожим на огромную сеть с тысячами черных узлов, подброшенную в воздух. Через несколько мгновений эта сеть медленно опускалась на деревья, и казалось, будто на конце каждой веточки завязана по узлу. Затем, внезапно, сеть снова взлетала в воздух, на этот раз по еще более широкому кругу, с неистовым шумом и криком, как будто быть подброшенными в небо и медленно опускаться на верхушки деревьев — это неописуемо захватывающее переживание. Та же самая энергия, что вдохновляла грачей, пахарей, лошадей, и, казалось, даже сами эти пологие, обнаженные холмы, заставляла мотылька порхать из стороны в сторону по его квадрату оконного стекла. Невозможно было не наблюдать за ним. И вправду, внутри возникало странное чувство жалости к нему. Возможности для наслаждения в то утро казались столь огромными и разнообразными, что иметь в жизни лишь долю мотылька, да к тому же мотылька дневного, представлялось жестокой судьбой. А его пылкое стремление сполна насладиться своими скудными возможностями вызывало сострадание. Он изо всех сил летел в один угол своего оконного отсека и, помедлив там секунду, перелетал в другой. Что еще ему оставалось, кроме как лететь в третий угол, а затем в четвертый? Это было все, что он мог делать, несмотря на величие холмов, широту неба, далекий дым из труб и доносившийся время от времени романтичный голос парохода в открытом море. Что было в его силах, то он и делал. Когда я смотрела на него, казалось, будто тончайшая, но чистая нить колоссальной энергии мира была вложена в его хрупкое и крошечное тельце. Каждый раз, когда он пересекал стекло, мне чудилось, будто становится видимым лучик живого света. Он был ничем иным, как самой жизнью. И все же, от того, что он был столь мал и представлял собой столь простую форму той энергии, которая вливалась в открытое окно и пробивала себе путь сквозь множество узких и запутанных коридоров в моем собственном мозгу и в умах других людей, в нем было что-то чудесное и одновременно патетическое. Как будто кто-то взял крошечную бисеринку чистой жизни, украсив ее как можно легче пухом и перьями, заставил танцевать и описывать зигзаги, чтобы показать нам истинную природу бытия. При таком зрелище невозможно было отделаться от ощущения его странности. Человек склонен забывать о самой жизни, видя ее обремененной, усложненной, приукрашенной и загроможденной так, что и приходится двигаться с величайшей осмотрительностью и достоинством. И вновь мысль о том, чем могла бы стать вся эта жизнь, родись он в любом другом обличии, заставляла смотреть на его простые действия с некоторой жалостью. Спустя какое-то время, видимо, устав от своего танца, он опустился на оконную раму на солнце. Поскольку странное зрелище подошло к концу, я забыла о нем. Затем, подняв глаза, я снова наткнулась на него взглядом. Он пытался возобновить свой танец, но казался либо настолько окоченевшим, либо настолько неуклюжим, что мог лишь порхать у самого низа оконного стекла, и когда он попытался перелететь его насквозь,
у него ничего не вышло. Занятая другими мыслями, я некоторое время рассеянно наблюдала за этими тщетными попытками, бессознательно ожидая, когда он возобновит свой полет. Так ждут, когда остановившаяся на мгновение машина заработает снова, не задумываясь о причине ее поломки. Примерно после 7-й попытки он соскользнул с деревянного выступа и упал, трепеща крыльями, на спину, на подоконник. Беспомощность его позы встряхнула меня. До меня дошло, что он попал в беду, он больше не мог подняться, его лапки тщетно бились в воздухе. Но, когда я протянула карандаш, намереваясь помочь ему перевернуться, мне открылось, что эта неудача и неуклюжесть были приближением смерти. Я снова положила карандаш на место. Лапки задергались вновь. Я огляделась, словно высматривая врага, с которым он боролся. Я посмотрела в окно. Что там произошло? По-видимому, наступил полдень, и работа в полях прекратилась. Тишина и покой сменили прежнее оживление. Птицы улетели кормиться к ручьям. Лошади стояли неподвижно. И все же сила оставалась там, снаружи, огромная, безразличная, безликая, не обращенная ни на что конкретное. Каким-то образом она противостояла маленькому мотыльку цвета сухой травы. Пытаться что-то сделать было бесполезно. Оставалось лишь наблюдать за невероятными усилиями этих крошечных лапок против надвигающегося рока, который мог бы, по своему желанию, поглотить целый город, и не просто город, а массы человеческих существ. Я знала, что ни у кого нет ни единого шанса против смерти. Тем не менее, после паузы изнеможения лапки затрепетали снова. Великолепен был этот последний протест и настолько неистов, что мотыльку наконец удалось перевернуться. Все симпатии, разумеется, были на стороне жизни. К тому же, когда некому было заботиться или знать об этом, это гигантское усилие со стороны ничтожного маленького мотылька против силы такого масштаба, усилие удержать то, что никто другой не ценил и не желал сохранять, странно волновало. И вновь перед глазами предстала жизнь, чистая бисеринка. Я снова подняла карандаш, хотя и знала, что это бесполезно. Но едва я это сделала, проявились безошибочные признаки смерти. Тельце обмякло и мгновенно окоченело. Борьба была окончена. Ничтожное маленькое существо теперь познало смерть. Когда я смотрела на мертвого мотылька, этот сиюминутный, случайный триумф столь великой силы над столь ничтожным противником наполнил меня изумлением. Подобно тому, как жизнь казалась странной несколько минут назад, так же странна была теперь и смерть. Мотылек, сумевший перевернуться, теперь лежал совершенно благопристойно и безропотно. «А да, казалось, — говорил он, — смерть сильнее меня». Вирджиния Вулф. Вечер над Суссексом, размышления в автомобиле. Вечер благосклонен к Суссексу, ведь Суссекс уже далеко не молод. И земля эта также благодарна вечерней вуали, как пожилая женщина рада, когда на лампу набрасывают абажур, оставляя видимым лишь очертания ее лица. Очертания Суссекса все еще невероятно прекрасны. Скалы уходят в море, одна за другой. Весь Истборн, весь Бексхилл, весь Сент-Леонардс, с их променадами и пансионами, лавками безделушек, кондитерскими, вывесками, немощными отдыхающими и экскурсионными автобусами, все это стерто, уничтожено вечером. Осталось лишь то, что было здесь, когда Вильгельм Завоеватель приплыл из Франции 10 веков назад, линия скал, уходящая в море. Очистились и поля. Пятна красных вилл на побережье затоплены тонким, прозрачным озером коричневого воздуха, в котором они и их кричащая краснота безвозвратно тонут. Для ламп было еще слишком рано и для звезд.
Но, подумала я, когда мгновение столь прекрасно, как сейчас, в нем всегда остается какой-то осадок раздражения. Пусть это объяснят психологи, ты поднимаешь глаза, тебя переполняет красота, немыслимо превосходящая все ожидания. Сейчас это розовые облака над городом Батл, поля кажутся пестрыми, мраморными, твое восприятие стремительно раздувается, словно воздушный шар от мощного притока воздуха. И затем, когда кажется, что все надуто до предела и натянуто до звона от красоты и еще раз красоты, вонзается булавка, и все сдувается. Но что это за булавка? Насколько я могла судить, эта булавка как-то связана с твоим собственным бессилием. Я не могу удержать это, я не могу выразить это, я раздавлена этим, это подчинило меня себе. Где-то в этой области и таилось недовольство, и оно было связано с мыслью, что человеческая природа требует власти над всем, что она получает. Власть же здесь означала способность передать то, что видишь сейчас над Суссексом, так, чтобы другой человек смог разделить это с тобой. И более того, был и еще один укол булавки, ты упускаешь свой шанс, ведь красота простирается и справа от тебя, и слева, и за твоей спиной тоже, она ускользает каждую секунду. Ты можешь предложить лишь наперсток потоку, способному наполнить ванны, озера. «Но оставь», — сказала я себе, — всем известно, как в подобных обстоятельствах наше «я» расщепляется, и одно «я» жаждет и остается недовольным, а другое — сурово и философично. Оставь эти неисполнимые устремления, довольствуйся видом перед нами и поверь мне, когда я говорю тебе, что лучше всего просто сидеть и впитывать, быть пассивным, принимать и не тревожиться из-за того, что природа дала тебе всего лишь 6 маленьких карманных ножиков, чтобы разделать тушу кита. Пока эти два «я» вели беседу о том, какой образ действий будет самым мудрым в присутствии красоты, я, тут заявила о себе третья сторона, сказала себе, как же они счастливы наслаждаться столь простым занятием. Вот они сидят, пока машина мчится вперед, замечая все вокруг, сток сена, ржаво-красную крышу, пруд, старика, возвращающегося домой с мешком за плечами. Вот они сидят, подбирая из своей палитры соответствие каждому оттенку неба и земли, мастеря крошечные макеты суссексских амбаров и фермерских домов в этом багровом свете, макеты, которые согреют душу в январском мраке. Но я, будучи немного иной, сидела отстраненно и меланхолично. Пока они заняты делом, я говорила себе: ушло, ушло, кончено, кончено, прошло и забыто, прошло и забыто. Я чувствую, что жизнь остается позади, точно так же, как остается позади дорога. Мы промчались по этому участку, и нас уже забыли. Там, в домах, окна на секунду озарились светом наших фар, теперь этот свет погас. Другие едут вслед за нами. И вдруг четвертое «я», то, что сидит в засаде, казалось бы, дремлет, а потом набрасывается на тебя врасплох, его замечания часто совершенно не связаны с тем, что происходило, но к ним приходится прислушиваться из-за их поразительной резкости, сказала: «Посмотри на это». Это был свет, яркий, причудливый, необъяснимый. Секунду я не могла понять, что это. Звезда. И в эту секунду она сохраняла свое странное мерцание неожиданности, танцевала и лучилась. «Я понимаю твою мысль», — сказала я. «Ты, взбалмошная и импульсивная «я», чувствуешь, что этот свет, пробивающийся там, над холмами, пришел из будущего. Давай попробуем понять это. Давай порассуждаем». Я вдруг почувствовала себя привязанной не к прошлому, а к будущему. Я думаю о Суссексе через 500 лет. Я думаю, что большая часть грубости испарится. Многое будет выжжено, устранено. Появятся волшебные ворота. Сквозняки, нагнетаемые силой электричества, будут очищать дома.
Огни, мощные и четко направленные, будут скользить по земле, выполняя всю работу. Посмотри на этот движущийся свет на холме, это ведь фары автомобиля. И днем, и ночью Суссекс через 5 веков будет наполнен очаровательными мыслями, быстрыми, эффективными лучами. Солнце теперь опустилось глубоко за горизонт. Тьма сгущалась стремительно. Ни одно из моих «я» не могло разглядеть ничего, кроме сужающегося луча наших фар на живой изгороди. Я призвала их всех к себе. «Теперь, — сказала я, — настает время подведения итогов. Теперь мы должны собраться воедино, мы должны стать одним целым. Больше ничего не видно, кроме одного и того же клина дороги и обочины, который наши фары бесконечно повторяют. Мы обеспечены всем необходимым. Мы тепло укутаны в плед, мы защищены от ветра и дождя. Мы одни. Настало время расчета. Теперь я, председательствующая в этом собрании, собираюсь разложить по порядку трофеи, которые мы все сегодня принесли. Посмотрим, сегодня было принесено много красоты: фермерские дома, скалы, уходящие в море, мраморные поля, пестрые поля, аллеющие, точно перья, небеса, все это. Также здесь были исчезновение и смерть отдельного существа. Исчезающая дорога и окно, освещенное на секунду и вновь погрузившееся во тьму. И, наконец, там был тот внезапный танцующий свет, подвешенный в будущем. «Итак, то, что мы создали сегодня, — сказала я, — это вот что, та красота, смерть отдельного существа и будущее. Смотрите, я создам маленькую фигурку для вашего удовольствия, вот она появляется. Удовлетворяет ли вас эта маленькая фигурка, шагающая сквозь красоту, сквозь смерть, к экономному, мощному и эффективному будущему, когда дома будут очищаться порывом горячего ветра? Посмотрите на нее, вон там, у меня на коленях». Мы сидели и смотрели на фигурку, которую создали в тот день. Огромные отвесные скалы, поросшие деревьями, окружали ее. На секунду она стала очень, очень торжественной. И вправду, казалось, будто сама реальность вещей явилась прямо здесь, на пледе. Нас пронзил яростный трепет, словно в нас вошел электрический заряд. Мы воскликнули вместе «да, да», будто подтверждая что-то в момент озарения. И тогда тело, которое до сих пор молчало, завело свою песню, поначалу почти такую же тихую, как шум колес, яичница с беконом, тосты и чай, огонь и ванна, тушеный заяц, продолжало оно, и желе из красной смородины, бокал вина и кофе следом, а затем в постель, а затем в постель. «Разойдись», — сказала я своим собравшимся «я». «Ваша работа окончена. Я отпускаю вас. Доброй ночи». И остаток пути был пройден в восхитительном обществе моего собственного тела. Вирджиния Вулф. 3 картины. Картина 1. Невозможно жить и не видеть вокруг себя картины, ведь если мой отец был кузнецом, а ваш — пэром королевства, мы неизбежно являемся картинами друг для друга. Мы никак не можем вырваться за рамки этой рамы, просто заговорив на обычном, естественном языке. Вы видите, как я опираюсь на дверь кузницы с подковой в руке, и думаете, проходя мимо, как живописно. Я же, видя, как вальяжно вы сидите в автомобиле, словно собираясь снизойти до поклона толпе, думаю, какая картина старой, роскошной, аристократической Англии. Мы оба, без сомнения, совершенно неправы в своих суждениях, но это неизбежно. Вот и сейчас, на повороте дороги, я увидела одну из таких картин. Ее можно было бы назвать «Возвращение моряка домой»
или как-то в этом роде. Прекрасный молодой моряк с узлом в руках, девушка, держащая его за руку, собирающиеся вокруг соседи, деревенский сад, полыхающий цветами. Проходя мимо, можно было мысленно прочесть подпись внизу этой картины. Моряк вернулся из Китая, в гостиной его ждет прекрасный сытный обед, в его узле лежит подарок для молодой жены, и скоро она подарит ему их первенца. Все было правильно, хорошо и именно так, как должно быть, вот что чувствовалось при взгляде на эту картину. Было что-то здоровое и умиротворяющее в созерцании такого счастья, жизнь казалась слаще и завиднее, чем прежде. С этими мыслями я прошла мимо них, дорисовывая картину в своем воображении так полно и завершенно, как только могла, подмечая цвет ее платья, его глаз, видя рыжего кота, крадущегося у дверей дома. Какое-то время эта картина стояла у меня перед глазами, заставляя все вокруг казаться гораздо ярче, теплее и проще, чем обычно. Из-за нее же кое-что казалось глупым, кое-что неправильным, а кое-что правильным и куда более наполненным смыслом, чем раньше. В разные моменты этого дня и следующего картина возвращалась в память, и я думала с завистью, но с добротой, о счастливом моряке и его жене. Мне было интересно, что они делают, что они говорят сейчас. Воображение создавало другие картины, рождавшиеся из той, первой. Вот моряк колет дрова, вот носит воду, и они говорят о Китае, и девушка ставит его подарок на каминную полку, где каждый вошедший может его увидеть, и она шьет детские вещички, а все двери и окна распахнуты в сад, так что птицы порхают, а пчелы жужжат, и Роджерс, так его звали, не может выразить, как все это ему по душе после китайских морей. Как он курит свою трубку, стоя одной ногой в саду. Картина вторая. Посреди ночи над деревней пронесся громкий крик. Затем послышался звук какой-то возни, а после — мертвая тишина. Все, что можно было увидеть из окна, — это ветка сирени, неподвижная и грузно свисающая над улицей тихая ночь. Луны не было. Этот крик заставил все вокруг казаться зловещим. Кто кричал? Почему она кричала? Это был женский голос, доведенный каким-то крайним чувством почти до бесполости, почти до полного отсутствия выразительности. Казалось, будто сама человеческая природа возопила против какой-то несправедливости, какого-то невыразимого ужаса. Воцарилась мертвая тишина. Звезды сияли совершенно ровно. Поля замерли. Деревья были неподвижны. И все же все вокруг казалось виновным, облеченным, зловещим. Чувствовалось, что нужно что-то сделать. Должен появиться какой-то свет, мечущийся, тревожно двигающийся. Кто-то должен прибежать по дороге. В окнах коттеджей должен зажечься свет. И тогда, возможно, раздался бы другой крик, но менее бесполый, менее бессловесный, утешенный, умиротворенный. Но свет не появился. Шагов не было слышно. Второго крика не последовало. Первый был поглощен, и наступила мертвая тишина. Человек лежал в темноте, напряженно прислушиваясь. Это был всего лишь голос. Его ни с чем было связать. Никакая картина не возникала, чтобы истолковать его, сделать понятным для разума. Но когда темнота наконец рассеялась, все, что удалось увидеть, это смутный человеческий силуэт, почти лишенный формы, тщетно поднимающий гигантскую руку против какого-то непреодолимого зла. Картина третья. Прекрасная погода оставалась неизменной. Если бы не тот единственный ночной крик, можно было бы подумать, что земля зашла в гавань, что жизнь перестала нестись по воле ветра, что она достигла какой-то тихой бухты и там стоит на якоре, едва шевелясь на спокойных водах. Но этот звук преследовал меня.
Куда бы я ни шла, будь то долгая прогулка высоко в холмы, что-то, казалось, беспокойно ворочалось под поверхностью, делая покой и стабильность вокруг немного нереальными. Вот овцы столпились на склоне холма, долина расходилась длинными сужающимися волнами, подобно падению гладких вод. Попадались уединенные фермерские дома. Щенок кувыркался во дворе. Бабочки резвились над утесником. Все было настолько тихо и безопасно, насколько это вообще возможно. И все же не покидала мысль, крик разорвал этот покой, вся эта красота была сообщницей в ту ночь, она согласилась оставаться спокойной, оставаться по-прежнему красивой, в любой момент она может быть разорвана вновь. Это благополучие, эта безопасность были лишь на поверхности. И тогда, чтобы отвлечься от этого тревожного настроения, я повернулась к картине возвращения моряка. Я увидела ее заново, подмечая разные мелкие детали, синий цвет ее платья, тень, падавшую от желтого цветущего дерева, которое не использовала раньше. Вот они стояли у дверей коттеджа, он с узлом за спиной, она лишь слегка касается рукой его рукава. И рыжий кот крался у двери. Так, постепенно перебирая картину в деталях, я шаг за шагом убеждала себя в том, что куда вероятнее, что именно этот покой, довольство и добрая воля лежат под поверхностью, а не что-то вероломное и зловещее. Пасущиеся овцы, волны долины, фермерский дом, щенок, танцующие бабочки — все это на самом деле было именно таким до самого конца. И вот я повернула обратно к дому, сосредоточив мысли на моряке и его жене, создавая в уме картину за картиной, чтобы одно изображение счастья и удовлетворения за другим ложилось поверх той тревоги, того жуткого крика, пока под их давлением он не был раздавлен, заглушен и стерт из бытия. Вот, наконец, и деревня, и церковный двор, через который нужно пройти, и привычная мысль пришла в голову, едва я ступила туда, о мирном покое этого места с его тенистыми тисами, стертыми надгробиями, его безымянными могилами. «Смерть здесь кажется безмятежной», — подумалось мне. В самом деле, посмотрите на эту картину. Человек копал могилу, а дети устраивали пикник рядом с ним, пока он работал. Когда лопаты желтой земли взлетали вверх, дети ползали вокруг, ели хлеб с вареньем и пили молоко из больших кружек. Жена могильщика, полная белокурая женщина, прислонилась к надгробию и расстелила свой передник на траве у открытой могилы, чтобы он служил чайным столом. Несколько комков глины упали среди чайных принадлежностей. «Кого собираются хоронить?» — спросила я. Неужели старый господин Дотсон наконец умер? А нет. Это для молодого Роджерса, моряка, ответила женщина, уставившись на меня. Он умер 2 ночи назад от какой-то чужеземной лихорадки. Разве вы не слышали его жену? Она выбежала на дорогу и как закричит: «Сюда, Томми, ты же весь испачкан землей». Какая получилась картина? Вирджиния Вулф. Старая мисс Грей. Бывают мгновения даже в нынешней Англии, когда самые занятые, самые пресыщенные и довольные люди вдруг выпускают из рук то, что держат, к примеру, еженедельную стирку. Простыни и пижамы сминаются и ускользают из их рук, потому что, хоть они и не облекают эту мысль в слова, кажется глупым нести белье к миссис Пил, когда там, за полями, за холмами нет никакой стирки, нет прищепок на веревках, нет выжимания и глажки, вообще никакой работы, а лишь безграничный покой. Безупречный и безграничный покой, бесконечные просторы, нетоптанная трава, летящие дикие птицы и холмы, чей плавный подъем продолжает этот дикий полет. Из всего этого, однако, лишь 7 футов на 4 можно было разглядеть из угла миссис Грей. Таков был размер ее входной двери, которая стояла настежь, несмотря на горящий в камине огонь.
Пламя казалось маленьким пятнышком тусклого света, слабо пытающимся вырваться из-под давящего напора льющегося солнечного сияния. Миссис Грей сидела на жестком стуле в углу, глядя, но на что? Судя по всему, ни на что. Она не меняла направления взгляда, когда входили гости. Ее глаза перестали фокусироваться, возможно, они утратили эту способность. Это были старческие глаза, голубые, без очков. Они могли видеть, но не всматриваясь. Она никогда не устремляла свой взор на что-то мелкое и сложное, только на лица, посуду и поле. И теперь, в возрасте 92 лет, они не видели ничего, кроме зигзага боли, извивающегося в дверном проеме, боли, которая скрючивала ее ноги, едва стоило ей дернуться, и швыряла ее тело взад и вперед, словно марионетку. Ее тело было обвито вокруг боли, как мокрая простынь натянута на проволоку. А проволоку эту судорожно дергала жестокая невидимая рука. Она резко выбрасывала вперед то ногу, то руку. Затем все прекращалось. Она замирала на мгновение. В этой паузе она видела себя в прошлом, в 10, в 20, в 25 лет. Она бегала в дом и из дома вместе с 11 братьями и сестрами. Проволока дернулась. Ее бросило вперед на стуле. Все умерли. Все умерли, бормотала она. Мои братья и сестры. И муж ушел. И дочь тоже. А я все живу. Каждое утро я молю Бога, чтобы Он позволил мне уйти. Утро простиралось на 7 футов на 4, зеленое и солнечное. Словно брошенное зерно, птицы опускались на землю. Еще один рывок, ее снова дернула терзающая рука. Я темная, старая женщина. Я не умею ни читать, ни писать, и каждое утро, когда я сползаю по лестнице вниз, я говорю, хоть бы скорее наступила ночь, а каждую ночь, когда я ползу наверх к постели, я говорю, хоть бы скорее наступил день. Я всего лишь темная старая женщина. Но я молюсь Богу, позволь мне уйти. Я темная старая женщина, я не умею ни читать, ни писать. Поэтому, когда краски покидали дверной проем, она не могла увидеть ту, другую страницу, которая тогда озарялась светом, или услышать голоса, что спорили, пели и говорили на протяжении сотен лет. Подергивающиеся конечности снова замерли. Доктор приходит каждую неделю. Теперь уже приходской доктор. С тех пор, как не стало дочери, доктор Николс нам не по карману. Но он хороший человек. Говорит, сам удивляется, как я еще держусь. Говорит, в моем сердце не осталось ничего, кроме ветра и воды. И все же я, похоже, никак не могу умереть. И вот мы, человечество, настаиваем, чтобы тело по-прежнему цеплялось за эту проволоку. Мы лишаем его глаз и ушей, но намертво привязываем его туда, с помощью бутылочки с лекарством, чашки чая, угасающего очага, подобно грачу, прибитому к дверям бара, но грачу, который все еще жив, даже с гвоздем в груди. Вирджиния Вулф. Уличная магия, лондонское приключение. Пожалуй, никто и никогда не испытывал страстной любви к простому карандашу. Но бывают обстоятельства, когда обладание им становится высшим пределом желаний, моменты, когда мы загораемся идеей заполучить какую-то вещь, лишь бы найти предлог для прогулки через половину Лондона между вечерним чаем и ужином. Подобно тому, как охотник охотится ради сохранения лисьего рода, а гольфист играет ради того, чтобы уберечь пустыри от застройщиков, карандаш служит нам отличным предлогом, когда накатывает желание побродить по улицам.
Поднимаясь с места, мы говорим: «Мне непременно нужно купить карандаш», как будто под прикрытием этого оправдания мы можем безопасно предаться величайшему удовольствию городской жизни зимой, бродяжничеству по лондонским улицам. Временем для этого должен быть вечер, а временем года — зима, ибо зимой бодрящая, подобно шампанскому, свежесть воздуха и общительность улиц приносят особую радость. Нас не терзает тогда, как летом, тоска по тени, уединению и сладосному дуновению сенокосов. Вечерний час к тому же дарует нам безответственность, которую приносит с собой темнота и свет фонарей. Мы уже не совсем мы сами. Выходя из дома погожим вечером между 4 и 6 часами, мы сбрасываем то «я», по которому нас знают друзья, и становимся частью огромной республиканской армии анонимных бродяг, чье общество так приятно после одиночества собственной комнаты. Ведь дома мы сидим в окружении вещей, которые беспрестанно выражают причуды нашего характера и оживляют воспоминания о пережитом. Эта чаша на каминной полке, к примеру, была куплена в Мантуе в ветреный день. Мы уже уходили из лавки, когда зловещая старуха ухватилась за наши юбки и заявила, что в один прекрасный день останется умирать с голоду, но «забирайте», — вскричала она и сунула сине-белую фарфоровую чашу нам в руки, словно ей не хотелось больше вспоминать о своей донкихотской щедрости. И вот мы, чувствуя себя виноватыми, но подозревая при этом, как безбожно нас обобрали, принесли ее в маленькую гостиницу, где посреди ночи трактирщик так неистово повздорил с женой, что мы все высунулись во внутренний дворик, чтобы посмотреть. И увидели виноградные лозы, обвивающие колонны, и белые звезды в небе. По мгновение застыло, запечатлелось, словно монета, неизгладимо среди миллионов тех, что промелькнули незаметно. Там же был и меланхоличный англичанин, который поднялся из-за кофейных чашек и маленьких железных столиков и поведал тайны своей души, как это часто делают путешественники. Все это — Италия, ветреное утро, виноградные лозы вокруг колонн, англичанин и тайны его души — поднимается облаком от фарфоровой чаши на каминной полке. А там, стоит лишь опустить глаза на пол, виднеется бурое пятно на ковре. Это дело рук господина Ллойда Джорджа. «Этот человек — дьявол!» — воскликнул господин Каммингс, ставя чайник, из которого собирался наполнить заварник, так резко, что тот выжег бурое кольцо на ковре. Но когда дверь за нами захлопывается, все это исчезает. Похожая на раковину оболочка, которую выделили наши души, чтобы обустроиться и обрести отличную от других форму, разбивается. И от всех этих морщин и шероховатостей остается лишь центральная жемчужина восприятия — огромный глаз. Как прекрасна улица зимой! Она одновременно и открывается взору, и окутывается тайной. Здесь можно смутно различить симметричные прямые аллеи дверей и окон. Здесь, под фонарями, плавают островки бледного света, через которые быстро проходят яркие мужчины и женщины. Несмотря на всю свою бедность и поношенную одежду, они несут в себе налет какой-то нереальности, дух триумфа, словно им удалось ускользнуть от жизни. И жизнь, обманутая в ожиданиях своей добычи, слепо бредет дальше без них. Но, в конце концов, мы лишь плавно скользим по поверхности. Глаз — это не углекоп, не водолаз, не искатель зарытых сокровищ. Он мягко несет нас по течению, замирая, приостанавливаясь, мозг, возможно, спит, пока смотрит вокруг. Как прекрасна тогда лондонская улица с ее островками света, длинными аллеями тьмы и, возможно, с одной стороны, каким-то поросшим травой и деревьями сквером, где ночь естественно укладывается спать. Проходя мимо железной ограды, слышишь легкое потрескивание и шорох листьев и веток, которые словно предполагают тишину бескрайних полей вокруг, крик совы и далекий грохот поезда в долине. Но это Лондон, напоминают нам,
Высоко среди обнаженных деревьев подвешены продолговатые рамки красновато-желтого света, окна, есть светящиеся точки, горящие ровно, словно низкие звезды, фонари. Этот пустой клочок земли, хранящий в себе деревню и ее покой, всего лишь Лондонская площадь, окруженная конторами и домами, где в этот час резкий свет горит над картами, над документами, над столами, за которыми сидят клерки, переворачивая смоченным указательным пальцем папки бесконечной переписки. Или же, более мягко, колеблется отблеск камина, и свет лампы падает на уединение какой-нибудь гостиной, на ее покойные кресла, газеты, фарфор, инкрустированный столик и фигуру женщины, которая аккуратно отмеривает точное количество ложек чая. Она смотрит на дверь, словно услышала звонок внизу и чей-то вопрос: дома ли она? Но здесь мы должны решительно остановиться. Мы рискуем зайти в своих раскопках глубже, чем того желает наш взор. Мы мешаем нашему плавному движению по течению, хватаясь за какую-нибудь ветку или корень. В любое мгновение дремлющее воинство может всколыхнуться и пробудить в нас в ответ тысячи скрипок и труб. Воинство человеческих существ может восстать и заявить о всех своих причудах, страданиях и убожестве. Давайте помедлим еще немного, удовольствуемся пока одной лишь поверхностью, глянцевым блеском рейсовых автобусов, плотским великолепием мясных лавок с их желтыми тушами и багровыми стейками, синими и красными охапками цветов, так отважно горящими за толстыми стеклами цветочных витрин. Ибо глаз обладает этим странным свойством, он отдыхает только на красоте, подобно бабочке, он ищет цвет и нежится в тепле. В такую зимнюю ночь, когда природа не пожалела сил, чтобы начистить себя до блеска и поправить оперение, взор приносит домой самые прелестные трофеи, отламывает крошечные кусочки изумруда и коралла, словно вся земля состоит из драгоценных камней. Чего он не умеет делать, если речь идет об обычном, непрофессиональном взгляде, так это сочетать эти трофеи таким образом, чтобы обнажить более глубокие ракурсы и взаимосвязи. Оттого после долгой диеты из этого простого, приторного кушания, из чистой и несвязанной красоты, мы начинаем чувствовать пресыщение. Мы замираем у дверей обувного магазина и придумываем какой-нибудь пустяковый предлог, не имеющий ничего общего с истинной причиной, чтобы свернуть яркие декорации улиц и удалиться в какую-нибудь более тенистую обитель своего существа, где мы сможем спросить себя, послушно поднимая левую ногу на подставку, каково же это — быть карлицей. Она вошла в сопровождении двух женщин, которые, будучи нормального роста, казались рядом с ней великодушными великаншами. Улыбаясь продавщицам, они словно отрекались от какого-либо участия в ее уродстве и заверяли ее в своем покровительстве. На лице карлицы было написано обычное для людей с телесными недостатками раздраженное и одновременно извиняющееся выражение. Она нуждалась в их доброте, но в то же время тяготилась ею. Но когда продавщицу позвали, и великанши, снисходительно улыбаясь, попросили туфли для этой дамы, а девушка пододвинула к ней маленькую подставку, карлица выставила ногу с такой стремительностью, будто требовала всего нашего внимания. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Словно призывала она всех нас, вытягивая ногу, ибо, взгляните, это была изящная, безупречно сложенная ножка взрослой, статной женщины. Она была с высоким подъемом, она была аристократичной. Все ее поведение изменилось, стоило ей увидеть свою ногу на подставке. Она выглядела успокоенной и удовлетворенной. В ее манерах появилась абсолютная уверенность. Она требовала туфли за туфлями, она примеряла пару за парой. Она поднималась и кружилась перед зеркалом, которое отражало только ее ноги в желтых туфлях, в палевых туфлях, в туфлях из ящеричной кожи. Она приподнимала свои маленькие юбки и выставляла на показ свои маленькие ножки. Она думала о том, что, в конце концов, ноги — это самая важная часть человека.
женщин, говорила она себе, любили из-за одни только ноги. Не видя ничего, кроме своих стоп, она, возможно, воображала, что и все остальное ее тело под стать этим прекрасным ногам. Она была бедно одета, но готова была выложить любые деньги за обувь. И поскольку это был единственный случай, когда она не боялась, что на нее смотрят, а, напротив, жаждала внимания, она была готова пуститься на любые уловки, лишь бы продлить время выбора и примерки. «Посмотрите на мои ноги», — словно говорила она, делая шаг в одну сторону, а затем шаг в другую. Продавщица, должно быть, добродушно сказала ей что-то лестное, потому что лицо ее вдруг озарилось восторгом. Но, в конце концов, у великанш, какими бы благожелательными они ни были, нашлись свои дела, ей нужно было решиться, она должна была выбрать, какую пару взять. Наконец выбор был сделан, и когда она пошла к выходу между своими опекуншами, с коробкой, качающейся на пальце, восторг угас, осознание вернулось, прежнее раздражение, прежний извиняющийся вид заняли свое место, и к тому времени, как она снова вышла на улицу, она вновь стала всего лишь карлицей. Но она изменила настроение, она вызвала к жизни атмосферу, которая, пока мы шли за ней на улицу, казалось, на самом деле творила вокруг горбатых, скрюченных, уродливых. Два бородатых мужчины, судя по всему, братья, совершенно слепые, поддерживавшие себя тем, что опирались руками на голову маленького мальчика, шедшего между ними, маршировали по улице. Они приближались твердой и в то же время трепетной поступью незрячих, которая, кажется, придает их приближению что-то от ужаса и неизбежности постигшего их рока. Когда они проходили, держась прямого курса, этот маленький конвой словно рассекал надвое толпу прохожих мощью своего молчания, своей прямоты, своего несчастья. В самом деле, карлица положила начало ковыляющему, гротескному танцу, под который теперь подстраивались все на этой улице: дородная дама, туго укутанная в лоснящийся котик, слабоумный мальчик, сосущий серебряный набалдашник своей трости, старик, примостившийся на пороге дома, словно, внезапно сраженный нелепостью человеческого зрелища, он присел, чтобы просто на него поглядеть. Все они слились в общем припадании на ногу и постукивании этого танца карлицы. В каких же щелях и расщелинах, спросит кто-то, ютится это увечное воинство хромых и незрячих? Здесь, пожалуй, в самых верхних комнатах этих узких старых домов между Холборном и Сохо, где у людей столь странные имена и где они занимаются столь диковинными ремеслами. Здесь живут сусальщики, плессировщики, обтяжчики пуговиц или же те, кто поддерживает в себе жизнь еще более фантастическим способом – торговлей чашками без блюдец, фарфоровыми ручками для зонтов и ярко раскрашенными картинками с изображениями замученных святых. Там они и обитают, и кажется, будто дама в котиковом жакете находит жизнь вполне сносной, перекидываясь словечком другим с плессировщиком или с человеком, обтягивающим пуговицы, жизнь, которая столь фантастична, не может быть до конца трагичной. Они не завидуют нашему процветанию, размышляем мы, как вдруг, завернув за угол, натыкаемся на бородатого еврея, дикого, искусанного голодом, яростно взирающего из своего убожества, или проходим мимо скрюченного тела старухи, брошенного на ступенях общественного здания и накрытого плащом, подобно поспешному покрывалу, наброшенному на дохлую лошадь или осла. При таких зрелищах спинные нервы словно встают дыбом, в глаза нам швыряют внезапную вспышку факела, задается вопрос, на который никогда не будет ответа. Довольно часто эти отверженные предпочитают лежать в каком-нибудь шаге от театров, в пределах слышимости шарманок, почти, по мере наступления ночи, на расстоянии протянутой руки от расшитых поятками плащей и ярких ножек ужинающих и танцующих. Они лежат вплотную к тем витринам магазинов, где торговля предлагает миру выброшенных на порог старух, слепцов и ковыляющих карликов диваны, поддерживаемые золочеными шеями гордых лебедей, столы, инкрустированные корзинами разноцветных плодов, буфеты, выложенные зеленым мрамором, чтобы лучше выдерживать тяжесть кабаньих голов, и ковры, настолько смягченные временем,
что их гвоздики почти растворились в бледно-зеленом море. Проходя мимо, улавливая мимолетные образы, видишь, что все вокруг кажется случайно, но чудесным образом окропленным красотой, словно прилив торговли, который столь пунктуально и прозаично выбрасывает свое бремя на берега Оксфорд-стрит, в эту ночь вынес на сушу одни лишь сокровища. Без единой мысли о покупке наш взор резвится и щедр, он творит, он украшает, он превозносит. Стоя прямо на улице, можно выстроить все покои воображаемого дома и обставить их по своему вкусу диваном, столом, ковром. Тот коврик подойдет для прихожей. Та алебастровая чаша будет стоять на резном столе у окна. Наше веселье отразится в том толстом круглом зеркале. Но, выстроив и обставив дом, человек, к счастью, совершенно не обязан им владеть. Можно мгновение ока все разобрать и построить, и обставить другой дом, с другими стульями и другими зеркалами. Или же давайте побалуем себя у антикварных ювелиров среди лотков с кольцами и свисающих ожерелий. Давайте выберем, к примеру, вот тот жемчуг, а затем представим, как, надень мы его, изменилась бы жизнь. Время мгновенно переносится на предрассветный час, между 2 и 3 часами ночи. Фонари горят пронзительно белым светом на безлюдных улицах Мейфэра. Только автомобили колесят в этот час, и возникает чувство пустоты, воздушности, уединенного веселья. Облаченная в жемчуг, облаченная в шелк, ты выходишь на балкон, с которого открывается вид на сады спящего Мейфэра. Горит несколько огней в спальнях великих пэров, вернувшихся из Сент-Джеймского дворца, лакеев в шелковых чулках, вдовствующих знатных дам, которые еще недавно сжимали руки государственных мужей. Кот крадется по садовой стене. Любовные признания звучат свистящим шепотом, соблазнительно, в самых темных уголках комнаты за тяжелыми зелеными портьерами. Степенно прогуливаясь, словно по террасе, под которой залитые солнцем лежат графства и земли Англии, престарелый премьер-министр повествует леди Эмирек с ее локонами и изумрудами истинную историю какого-то великого кризиса в делах государства. Нам кажется, будто мы плывем на самой вершине высочайшей мачты самого огромного корабля, и в то же время мы знаем, что все это не имеет значения, любовь не доказывается таким образом, и великие свершения не завершаются так. И потому мы играем с мгновением и легко поправляем в нем свое оперение, стоя на балконе и наблюдая, как залитый лунным светом кот крадется по садовой стене принцессы Марии. Но что может быть нелепее? На самом деле часы бьют 6, на дворе зимний вечер, мы идем к Стрэнду, чтобы купить карандаш. Как же мы умудряемся одновременно стоять на балконе в июне и быть в жемчугах? Что может быть нелепее? И все же это причуда природы, а не наша. Когда она принималась за свой главный шедевр, создание человека, ей следовало бы думать о чем-то одном. Вместо этого, повернув голову и глядя через плечо, она позволила закрасться в каждого из нас инстинктом и желанием, которые совершенно идут вразрез с его основным существом. И оттого мы стали полосатыми, пестрыми, сотканными из мешанины, все наши краски потекли и смешались. Какое «я» истинное, то, что стоит на мостовой в январе, или то, что склоняется над балконом в июне? Здесь я или там? Или же истинное «я», не то и не другое, не здесь и не там, а нечто настолько изменчивое и блуждающее, что мы становимся сами собой лишь тогда, когда даем волю его желаниям и позволяем ему беспрепятственно идти своим путем? Обстоятельства принуждают нас к единству, ради удобства человек обязан быть цельным. Добропорядочный гражданин, открывая вечером дверь своего дома, должен быть банкиром, гольфистом, мужем, отцом, а вовсе не кочевником, блуждающим по пустыне, не мистиком, вглядывающимся в небо, не гулякой в трущобах Сан-Франциско, не солдатом, возглавляющим революцию, и не парией, воющим от скептицизма и одиночества.
Открывая дверь, он должен пригладить волосы пальцами и поставить зонтик в подставку, точно так же, как и все остальные. Но вот, весьма притом вовремя, показываются лавки подержанных книг. Здесь, в этих противоборствующих течениях бытия, мы находим надежную гавань, здесь мы обретаем равновесие после всех великолепий и нищеты лондонских улиц. Один только вид жены букиниста, которая сидит у хорошего угольного камина, поставив ногу на решетку и загородившись от двери, действует отрезвляюще и радует душу. Она никогда ничего не читает, разве что газету. Ее разговоры, когда они уходят от книжной торговли, а уходят они с превеликой радостью, вертятся вокруг шляпок. Она говорит, что шляпка должна быть не только хорошенькой, но и практичной. А нет, они не живут при лавке, они живут в Брикстоне, ей обязательно нужно, чтобы перед глазами был хоть какой-то клочок зелени. Летом на вершину какой-нибудь пыльной стопки водружают банку с цветами, выращенными в ее собственном саду, чтобы хоть как-то оживить лавку. Книги здесь повсюду, и нас неизменно охватывает все то же чувство приключения. Подержанные книги — это дикие книги, бездомные книги. Они слетелись сюда огромными стаями в самом пестром оперении, и в них есть то очарование, которого лишены одомашненные тома из публичных библиотек. К тому же в этом случайном разношерстном обществе можно столкнуться с совершенно незнакомым автором, который при доле везения станет твоим лучшим другом на свете. Всегда жива надежда, когда снимаешь с верхней полки какую-нибудь серовато-белую книгу, привлеченная ее потрепанным и заброшенным видом, встретить здесь человека, который более 100 лет назад отправился верхом на лошади изучать шерстяной рынок в Мидлендсе и Уэльсе. Это неведомый путешественник, который останавливался на постоялых дворах, выпивал свою пинту, подмечал хорошеньких девушек и строгие обычаи и записывал все это сухо, кропотливо, из чистой любви к делу. Книга была издана на его собственные средства. Он был невыносимо прозаичен, занят и деловит, и тем самым, сам того не ведая, впустил под обложку чистейший аромат штакрозы и сена, заодно оставив такой собственный портрет, который навсегда обеспечил ему теплое местечко в уютном уголке нашего ума. Сейчас его можно купить всего за 18 пенсов. На нем стоит цена 3 шиллинга и 6 пенсов, но жена букиниста, видя, до чего обтрепался переплет и как долго книга пролежала здесь с тех пор, как ее выкупили на какой-то распродаже дворянской библиотеки в Саффолке, уступит ее за эту цену. Так, оглядывая книжную лавку, мы заводим другие подобные внезапные, капризные знакомства с безвестными и исчезнувшими людьми, единственным следом которых остался, к примеру, вот этот тонкий сборник стихов, столь изящно отпечатанный, да еще и украшенный прекрасной гравюрой с портретом автора. Ведь он был поэтом и утонул безвременно, и стихи его, пускай кроткие, старомодные и нравоучительные, все еще издают слабый флейтовый звук, подобный звукам уличного органа, на котором в каком-нибудь глухом переулке смиренно играет старый итальянский шарманщик в вельветовой куртке. Тут же, ряд за рядом, стоят путешественники, все еще свидетельствующие, непреклонные старые девы, какими они и были, о невзгодах, что им довелось претерпеть, и о закатах, которыми они восхищались в Греции, когда королева Виктория была еще девчонкой. Поездка в Корнуолл с посещением оловянных рудников считалась тогда достойной многотомного описания. Люди неспешно поднимались вверх по Рейну и рисовали портреты друг друга тушью, сидя с книгой на палубе рядом с мотком каната. Они обмеряли пирамиды, на долгие годы пропадали для цивилизации, обращали негров в христианство в гиблых, чумных болотах. Это упаковывание вещей и отъезды, исследование пустыни, подхватывание лихорадок, обустройство в Индии на всю оставшуюся жизнь, проникновение даже в Китай и последующее возвращение к тихой приходской жизни в Эдмонтоне. Все это колышется и вздымается на пыльном полу, подобно неспокойному морю, так неугомонны англичане, у которых волны плещутся у самого порога.
Воды путешествий и приключений, кажется, разбиваются о маленькие островки серьезных усилий и пожизненного труда, высящиеся на полу неровными колоннами. В этих стопках томов, в багровых переплетах с золочеными монограммами на корешках мыслящие священники толкуют Евангелие. Слышно, как ученые своими молотками и долотами очищают древние тексты Еврипида и Эсхила. Размышления, комментирование и толкование идут вокруг нас полным ходом, и над всем этим, подобно пунктуальному, вечному приливу, катятся волны стародавнего океана вымысла. Бесчисленные томы повествуют о том, как Артур любил Лауру, и они были разлучены, и они были несчастны, а потом они встретились и жили долго и счастливо, как оно и водилось в те времена, когда Виктория правила этими островами. Число книг в мире бесконечно, и человек вынужден лишь скользить по ним взглядом, кивать и идти дальше после минутного разговора, после мимолетной вспышки понимания, точно так же, как на улице снаружи ловишь на лету случайное слово и по этой мимолетной фразе выстраиваешь целую человеческую жизнь. Прохожие говорят о какой-то женщине по имени Кейт. Слышно, как один говорит: «Я так ей прямо и сказал вчера вечером». «Если ты считаешь, что я не стою даже грошовой марки», — сказал я. Но кто такая эта Кейт и к какому кризису в их дружбе относится эта грошовая марка, мы никогда не узнаем. Кейт тонет в пучине их словоохотливости, а здесь, на углу улицы, взгляду открывается новая страница книги жизни. Двое мужчин о чем-то советуются под фонарным столбом. Они вчитываются в свежую телеграмму из Нью-Маркета в экстренном выпуске вечерней газеты. Неужели они верят, будто фортуна когда-нибудь превратит их лохмотья в меха и дорогое сукно, одарит их цепочками для часов и водрузит бриллиантовые булавки туда, где сейчас красуется лишь рваный ворот открытой рубашки? Но основной поток пешеходов в этот час несется слишком быстро, чтобы позволить нам задаваться подобными вопросами. На этом коротком пути от работы к дому, освободившись от конторских столов и ощущая свежий воздух на щеках, люди погружены в какой-то наркотический сон. Они примеряют на себя те яркие одежды, которые весь оставшийся день вынуждены держать взаперти на вешалке под замком, и становятся великими игроками в крикет, знаменитыми актрисами, солдатами, спасшими свою родину в час нужды. Мечтая, жестикулируя, часто бормоча несколько слов вслух, они проносятся по Стрэнду и мосту Ватерлоо, откуда длинные громыхающие поезда развезут их по чопорным маленьким виллам в Барнсе или Сёрбитоне, где один лишь взгляд на часы в прихожей и запах ужина из полуподвала проткнут и развеют этот сон. Но вот мы и вышли к Стрэнду. И пока мы в нерешительности стоим на краю тротуара, крошечный стержень длиной примерно с палец начинает преграждать своим барьером эту стремительность и изобилие жизни. Мне правда нужно, вот оно что. Мозг, даже не разбираясь в причинах этого требования, раболепствует перед привычным тираном. Человек всегда должен делать то или иное, ему не позволено просто наслаждаться жизнью. Разве не по этой самой причине какое-то время назад мы сфабриковали предлог и выдумали необходимость купить что-нибудь? Но что именно? Ах да, мы вспомнили, это был карандаш. Что ж, пойдем и купим этот карандаш. Но едва мы поворачиваемся, чтобы подчиниться приказу, как другое наше «я» оспаривает право тирана настаивать на своем. Возникает привычный внутренний конфликт. По ту сторону барьера долга мы видим всю ширь реки Темзы, широкую, унылую, мирную. И мы видим ее глазами человека, который погожим летним вечером стоит, опершись о гранит набережной, без единой заботы в мире. Давайте отложим покупку карандаша, давайте отправимся на поиски этого человека, и вскоре становится очевидно, что этот человек и есть мы сами. Ведь если бы мы могли встать там, где стояли 6 месяцев назад, разве не стали бы мы снова такими же, как тогда, спокойными, отстраненными, довольными? Давайте попробуем.
Но река оказывается более неспокойной и серой, чем мы ее помнили. Отлив уносит воды к морю. Он тащит за собой буксир и 2 баржи, чей груз соломы туго стянут брезентовыми чехлами. Совсем рядом с нами какая-то пара склонилась над балюстрадой с тем поразительным отсутствием самосознания, которое свойственно влюбленным, словно важность дела, которым они заняты, безоговорочно требует снисхождения от всего человеческого рода. Виды, которые мы созерцаем, и звуки, которые мы слышим сейчас, лишены свойств прошлого. И мы никак не причастны к безмятежности того человека, который полгода назад стоял в точности там, где стоим сейчас мы. Его счастье — это счастье мертвого, наша участь — ненадежность живого. У него нет будущего, будущее же живых уже сейчас вторгается в наш покой. Лишь когда мы смотрим на прошлое, изъяв из него элемент неопределенности, мы можем наслаждаться совершенным покоем. Как бы то ни было, мы должны повернуться, мы должны снова пересечь Стрэнд, мы должны найти лавку, где даже в этот час нам будут готовы продать карандаш. Входить в новую комнату — это всегда приключение, ибо жизнь и характер ее владельцев успели растворить в ней свою атмосферу, и едва мы переступаем порог, как грудью встречаем новую волну чужих чувств. Здесь, в пищебумажной лавке, без сомнения, только что ссорились. Их гнев все еще пронзал воздух. При нашем появлении оба замерли, старая женщина, они, очевидно, были мужем и женой, удалилась в заднюю комнату, старик, чей округлый лоб и выпуклые глаза прекрасно смотрелись бы на фронтисписе какого-нибудь елизаветинского фолианта, остался нас обслужить. «Карандаш, карандаш», — повторил он, — «конечно, конечно». Он говорил с рассеянностью и в то же время с избыточным радушием человека, чьи эмоции были взбудоражены, а затем резко оборваны на полуслове. Он принялся открывать коробку за коробкой и снова их захлопывать. Он сокрушался, что очень трудно что-то найти, когда держишь столько разных товаров. Затем он пустился в историю о некоем господине-юристе, который попал в переплет из-за поведения своей жены. Он знал его много лет, он сам был связан с Темплом полвека, говорил старик, да так громко, словно хотел, чтобы жена в задней комнате непременно его услышала. Он опрокинул коробку с канцелярскими резинками. Наконец, разозленный собственной неловкостью, он толкнул створчатую дверь и грубо крикнул: «Где у тебя лежат карандаши?» Будто жена нарочно их спрятала. Старая дама вошла. Ни на кого не глядя, она с величественным видом праведной строгости положила руку на нужную коробку. Карандаши были там. Ну как бы он справился без нее? Разве она не была для него незаменима? Чтобы заставить их стоять там, бок о бок в этом вынужденном нейтралитете, пришлось проявить крайнюю придирчивость в выборе карандашей, этот был слишком мягким, тот — чересчур твердым. Супруги молча стояли рядом и наблюдали. Чем дольше они так стояли, тем становились спокойнее, их пыл остывал, гнев испарялся. И вот, без единого слова с обеих сторон, ссора была улажена. Старик, который сделал бы честь титульному листу пьесы Бена Джонсона, убрал коробку на ее законное место, глубоко поклонился нам на прощание, и они исчезли. Она достанет свое шитье, он примется за газету, а канарейка будет беспристрастно осыпать их обоих птичьим кормом. Ссора закончилась. За те минуты, что ушли на поиски призрака, на улаживание чужой ссоры и покупку карандаша, улицы успели совершенно опустеть. Жизнь ушла на верхние этажи, и зажглись фонари. Тротуар стал сухим и твердым, мостовая казалась полосой кованого серебра. Возвращаясь домой по этому безлюдному пространству, можно было пересказывать самому себе историю карлицы, слепцов, званого вечера в мейферском особняке и ссоры в пищебумажной лавке. В каждую из этих жизней удалось проникнуть совсем чуть-чуть,
ровно настолько, чтобы подарить себе иллюзию, будто ты не привязан к одному единственному уму, но можешь ненадолго, на несколько минут, примерить на себя тело и души других людей. Можно стать прачкой, трактирщиком, уличным певцом. И может ли быть на свете большее наслаждение и чудо, чем сойти со строгих и прямых линий собственной личности и свернуть на те тропинки, что ведут сквозь заросли ежевики и толстые стволы деревьев в самую чащу леса, где обитают эти дикие звери, наши ближние? И это правда, побег — величайшее из удовольствий, уличная магия зимой — величайшее из приключений. И все же, когда мы вновь приближаемся к собственному порогу, утешительно чувствовать, как старые вещи и старые привычки окутывают нас своим теплом, и наше «я», которое мотало по стольким уличным перекресткам и которое, точно мотылек, билось о пламя стольких недосягаемых фонарей, вновь обретает убежище и покой. Здесь снова наша привычная дверь, здесь кресло, повернутое точно так же, как мы его оставили, фарфоровая чаша и бурое кольцо на ковре. И здесь же, давайте осмотрим его нежно, давайте прикоснемся к нему с благоговением, находится единственная добыча, которую мы утаили из всех сокровищ огромного города — простой карандаш.